нами сам Намальвар, и это... это божество с того места, где родился Намальвар. Мы обойдем и увидим алтарь Намальвара. Как сказал Нитьянанда Прабху, Намальвар появился на 43-й день после ухода Кришны из этого мира. И появление его удивительное, как у многих альваров. Его рождение было его родителям предсказано, что у них родится удивительный сын. И когда сын родился, они поразились его красоте. Беда заключалась в том, что мальчик родился с закрытыми глазами и с закрытым ртом. Он отказывался есть, он не сосал молоко матери, он не открывал глаза, но при этом он таинственным образом рос. Рос. Родители поразились этому чуду, и через несколько месяцев, увидев такое явление, они поняли, что ребенок не имеет к ним никакого отношения, поэтому они отнесли его в храм. Божество этого храма, в котором Намальвар вырос, оно находится тут. Вот. Сам Намальвар был олицетворением Вишваксены, предводителя войска Господа Вишну на Вайкунтхе. Поэтому он считается главным из альваров. Всем остальным альварам он дал сам посвящение, и они получили от него духовную шакти. Что случилось дальше? Его оставили в этом храме, и в храме его посадили под дерево, тамариндовое. На самом деле, одно из его оружий уже родилось до этого в материальном мире в виде этого дерева. И под деревом была приготовлена для него колыбель, усыпанная драгоценными камнями. Мальчика положили в эту колыбель, вскоре он вырос, и в течение 16 лет он не открывал глаза и не открывал рта, он не сказал ни одного слова. А в какой-то момент он вышел из колыбели, он сел в позу йога и сидел в позе йога под этим тамариндовым деревом. Тем временем Мадуракави Альвар, второй из альваров, в центре сидит Надхамуни в этой позе йога, в которой он просидел всю свою жизнь. Он на самом деле не сдвинулся с места. Всю свою жизнь он сидел под этим тамариндовым деревом и никуда не уходил. Вот. Тем временем Мадуракави Альвар, другой из альваров, он ходил повсюду, и он искал истину, и он пытался найти истину, он спрашивал у разных людей, он учился повсюду, но нигде он не мог находить истину. Он дошел до Вриндавана, он обошел все святые места Вриндавана, он дошел до Бадарикашрама, и когда он стал возвращаться в обратный путь, он все равно не мог понять, где истина. Ночью, где-то в районе Бадарикашрама, он вдруг на юге увидел яркий свет. Эта история немного напоминает рождение Иисуса Христа, когда волхвы увидели звезду. Точно так же он увидел яркое сияние, он не мог понять природу этого сияния, но сияние это влекло его к себе. Он пошел на этот свет утром, когда ночь кончилась, в этом направлении. Следующую ночь все повторилось. Опять далеко на юге был свет. Так он шел изо дня в день, из месяца в месяц на этот свет на юге. В конце концов он вернулся в свою деревню, из которой он пришел. И все равно свет был где-то в другом месте. Он пошел дальше. We should go. Okay. Anyway, в конце концов он пришел к этому тамариндовому дереву, под которым сидел Намальвар. И он спросил, и он решил проверить. И в этом месте свет прекратился. И он на самом деле понял, что свет источал этот мальчик Намальвар, 16-летний мальчик. Сам он был гораздо старше. Вот. И он у него спросил, где же, если в мертвом чреве родился кто-то живой, то чем он будет питаться в этом мертвом чреве, где он будет жить? Вот. И свои первые слова Намальвар произнес, когда услышал эту загадку. И он сказал, что он будет тем питаться и там жить.
Разгадку этой загадки я вам расскажу позже, потому что нам нужно идти дальше. Но Мадура Кави Альвар, он не написал ни одного гимна ни про кого другого, ни про одно божество. Он написал гимны только про Нам Альвара, про своего духовного учителя. А, как я вам сказал, Бхактан Грирена, он писал гимны только про Ранганатху. Поэтому вчера мы начали рассказ с него. Внутри храма божество, оно со временем уменьшается в размерах, но Гаруда остается в своем изначальном виде, в том размере, в каком он был всегда. То есть можете представить себе, каков был Господь устроен. Он принес на своих плечах Виману Ранганатха сюда из Молочного океана на землю. И когда он принес Виман на землю, Ранганатх сказал ему: оставайся здесь, пока я не прикажу тебе. И он ждет его приказа. Можете увидеть его когти. И у него два клыка. Потому что он ест змей и рыбу. Здесь говорится, что почему он не уменьшается в размерах, потому что после Махапралая он должен опять вернуть Ранганатха на место, поэтому он остается тем самым. Поэтому мы сказали, если прекратится. Этот зал, он называется Тула-баром. Тула значит весы. И если человек хочет особое что-то попросить у Ранганатха, то он дает обет подарить ему что-то, равное по весу ему. Поэтому его сажают на одну чашу весов, а на другую чашу весов кладут золотые монеты, серебряные монеты, рис, рупии, рис, в крайнем случае кокосовые орехи. Вот. Но в принципе не важно что, главное равное по весу. Это идет Ранганатху, то есть он как бы себя дарит Ранганатху. А на арте можно положить? Lord comes and they measure paddy in front of him every now and then. All the villages, all the villages, so many lands previously were Ranganath's land. Government took away later many lands. Still, during those time, people bring their paddies, portion of their paddy, and they give it to Lord. So he measures. There's a golden measuring cup. So Lord comes and he would see the measuring cup. And we will soon see the granaries. Раньше Ранганатху, божеству Ранганатха принадлежали очень большие земли, угодья, и крестьяне возделывали рис и приносили часть урожая сюда Ранганатху как его законную долю. И Господь, когда урожай собирали, приходил сюда в виде своего Утсава Мурти, и там есть особая золотая мера, и этой золотой мерой он мерил рис и принимал таким образом рис, который ему приносили с его полей. Оброк принимал, или как там это называется? You want to see Ranganath's chapel? Ага, yes. Если хотите увидеть сандалии Ранганатха, то внутри они находятся. What is that? This is the chapel, bro. This is made on two tribes. They are two different places. But when they make one pattern, the others also come with the same pattern, and they don't see each other. It's happening for years together, for centuries. Тут есть два особых племени местных людей, которые у них служение делать сандалии для Ранганатха.
И в одном племени делается для левой ноги, в другом для правой. Для левой и для правой ноги. И они, не договариваясь друг с другом, делают сандалии каждый год разные, и каждый год дизайн совпадает. Вот, это вот его сандалии, которые ему делают. Кожаный. Так что все авторитета, блин. Размер 52. Ну это уже не так важно. Главное, что дизайн одинаковый. Ну дизайн так. Один дедушка есть, который помнит, и понятно. Да нет, причем тут они же разные, смотри. Разный дизайн. Right, that's it. Кто-то получает откровение. Здесь рисовое хранилище зерна. Behind this wall. So the Bashar Prabhu, Perumal stands there and he counts it every year. Утсов Мурти находится здесь, и он считает, сколько мер риса ему принесли. So he will pour and show. Вот этот рис, который ему приносит. Inside this rice is there. Inside this. Perumal is like accounting, no? Okay, so much, fine. Reporting to the leader. See, the shape is also like a moon shape. Это Чандра Пушкарини, она в форме луны. And technically, the Lord is lying on the banks of Chandra Pushkarini. Считается, что Господь возлежит на берегу Чандра Пушкарини. You see, behind is the Lord's altar. Прямо за спиной алтарь Господа находится. Generally, if you go to anywhere in temples in India, the temples generally doesn't see towards southern direction. Обычно божество в храмах в Индии не смотрит на юг. Mostly east or north, but practically not towards southern direction. Иногда, по большей части на восток, иногда на север, но никогда на юг. As we will be hearing from Maharaj later, Lord is looking towards Lanka. Как вы услышите позже, Господь смотрит на Ланку, So which is in southern direction. So которая отсюда на юг the находится, на temple юге. has become a southern direction. Поэтому весь храм развернут таким образом, чтобы Господь мог смотреть на юг. And temple or Mayapur temple is also coming towards southern direction. А другой храм — это новый храм в Майяпуре, который там тоже божества будут смотреть на юг. So Lord is lying on the banks of Chandra Pushkarini. Here the moon god also came and relieved of his curse. So it's called Chandra Pushkarini here. Это называется Чандра Пушкарини, потому что Чандра, божество Луны, пришло сюда и на берегах этого озера совершало тапасию. В результате этого избавилось от проклятия, которое было у него. So now and then Lord comes here and he takes bath. The deity comes here and he takes bath in this Chandra Pushkarini. When? Now and then. Now and then. During many occasions. Иногда, периодически Господь приходит сюда и омывается здесь, в этом озере, в Чандра Пушкарине. So the Lord comes, the devotees also be there around, and then they also take baths simultaneously, you know, like. И Господь, когда приходит, омывается, все преданные тоже собираются и тоже омываются в то же самое время. So a few anecdotes regarding this place. С этим местом связано несколько историй. That there is a tree in front of us. You see that? There's a tree. Вы видите это Big дерево tree. перед нами? That tree, it is said that something similar to Radha Krishna pastime took place there. That Lakshmi was trying to pick some flowers and Narayan was pushing the tree down and he lifted the tree and she was caught like that. So Radha Krishna pastime also taken place, they say here. That's why there is a Radha Krishna temple on the bank there. There's temple, there's small board is there, na? There is Radha Krishna temple there. Видите небольшую надпись там? Это небольшой храм Радхи и Кришны здесь. Под этим деревом произошла история, подобная той, которая была во Вриндаване, когда Радха хотела сорвать цветы с дерева. Кришна наклонил ветку, она стала срывать цветы, а потом он отпустил ветку, и она вместе с веткой взлетела наверх. То же самое произошло здесь, только с Лакшми и Нараяной. И поэтому там божество Радхи и Кришны. There is a nice deity actually there, Radha Krishna deity. Очень красивые божества Радхи и Кришны там. It's like Radha and Krishna are like in one shila. They are like, you know. Рада и Кришна сделаны из одного камня, из одной Holding hand шилы. on each other like Special that. permission. You want to visit? Yeah. You can open it.
I have a Они держат руку на плечах друг у друга. Some glimpse of Vrindavan in Vaikuntha, that place. То есть здесь на Вайкунтхе можно подсмотреть, что происходит во Вриндаване. Some other interesting stories of this place is that Есть еще другая история, связанная с этим местом. below this tree, acharyas, previous acharyas, they would discuss and like Mahapurna and Goshti Purna, they all would discuss Lord's pastimes and previous acharyas' pastimes here. In this. Под этим деревом великие ачарьи прошлого, Гошти Пурна, Махапурна, они сидели и рассказывали разные лилы Господа или великих преданных. And once it so happened that when they are discussing Katha, like we are discussing now, Lord's procession comes around the temple like this. И однажды они давали свои лекции, рассказывали катху, как мы рассказываем сейчас. И в этот момент вышла процессия с Господом из храма. Generally in our ISKCON temples they got two sets of deities, Mula deity and small deity. Обычно в ИСККОН есть два вида божеств. Маленькие божества и большие божества. Vijay Vigraha like that. Виджай Виграха и Мула. И Мула. But in Pancharatra Agama temples, they got 5 sets of deities. Но в храмах, которые построены по принципам Панчаратра Агамы, есть 5 видов божеств. In our sampradaya, we didn't go to that extent because the process is different. В нашей сампрадае все немножечко упрощено в этом смысле. So these 5 deities are, one is the big deity, the main deity. Эти 5 божеств — это большое божество Мула Виграха. He doesn't move. Он не двигается с места, And ачал. like we have got Vijay Vigraha also, who moves, Есть procession deity. Виджай Виграха, который выносит на процессии. He is called Namperumal here. И его называют Намперумал, наш Господь. And there is also another deity called Snana deity, one who takes bath every day. Есть одно божество, которое принимает омовение снана Виграха. So these two Небольшое. of them, the Каждый Mula день. deity never takes bath because he is a different deity. And Vijay Vigraha, Ranganath Nambarumal, he takes bath Ekadashi and during festivals. Виджай Виграха никогда не принимает омовение, он просто идет на процессии. А божество для омовений, он принимает омовение по Экадашам и по другим праздничным дням. And another deity, which is smaller, he takes bath every day. И есть еще совсем маленькое божество, которое омывают каждый день. Because Abhishek is part of the everyday puja, so he has to take. Потому что Абишек — это часть ежедневной So because of пуджи. the practicality, there is separate deity who is not different from these two deities. He takes bath every day. That's his service. Yes, that's his seva he takes. Ради практических целей есть специальное божество, которое каждый день омывают, и таким образом он принимает эту севу, это божество отдельное. he is giving 5 minutes time. Quickly you can go and come. He's there. We'll go He now. is opening now. Ага. Нам дали 5 минут, чтобы мы зашли в храм Радхи Then Кришны, we'll и discuss потом мы on this. продолжим. Okay. Okay. So we are just complete that story. Я расскажу эту историю. So as these acharyas are discussing Krishna Katha, Пока ачарьи обсуждали Кришна Катху, so we had this, the third deity is only takes bath every time. третье божество, которое все время, каждый день принимает омовение, совершает омовение. And fifth deity, he goes to Yagashala. I mean, every day yajna they perform, he presides over the Yagashala. И пятое божество, каждый день ему совершается яги в Ягешале. And one deity, fourth deity goes to Shayana for resting. He goes. Четвертое божество, оно для того, чтобы спать, его укладывают каждую ночь So when they спать. say Panchabhera, 5 deities, they are all not different from each other. Таким образом, есть 5 божеств, которые принимают разные службы, но они не отличны друг от друга. Accept different services. Разные службы они только принимают. So when one of these deity, they also come out in this place and they go for a puja called Bali. Bali means they offer
this prasadam, and the deity goes. A particular ceremony is there in Pancharatha. Здесь, на этом месте, совершается определенная пуджа для божества Бали, когда они кладут туда. So as this katha was going on, that Ranganath, that particular deity came out like this. Пока катха проходила, божество Ранганатха вышло на процессию. And imagine if the deity comes here, we are all sitting here, what we will do? We have to stop the katha and we will get up and do. Представьте себе, мы рассказываем что-то, и тем временем идет процессия с божеством. Что нам нужно делать? Нам нужно встать и остановить рассказ. So that the person who is doing katha and devotees, they just exclaimed out of spontaneity, "Oh, now we have to stop the katha. That fellow who is a disturber of Krishna katha have come now. We have to get up now." Катха была такой увлекательной, что рассказчик и все его слушатели, они, увидев эту процессию, огорченно вздохнули и сказали: ну, какой-то тут нарушает нашу катху, пришел, придется остановить ее. So the Lord heard this and Господь услышал это восклицание. And what he did, he went back to the altar and he ordered that for 1 year there is no procession. I'm not going out. Let my devotees come and let them do katha continuously. Он вернулся тотчас же на алтарь и приказал, что в течение целого года я не буду выходить на улицу, пусть мои преданные в волю слушают катху. So that happened on the tree. Это случилось под этим деревом, где мы были. So devotees hearing Krishna katha is seeing through hearing, seeing through the ears of Siddhanta Saraswati spoke. Как Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что мы должны научиться видеть ушами. So that is a common thing in all the acharyas. Это общее положение во всех сампрадаях. And another interesting thing happened in that pond. И другая интересная история, связанная с этим прудом. We have not spoken about Ramanuja and other acharyas. Мы не рассказывали про Рамануджу и других ачарьев. One pastime of Ramanuja took place in the kund, that once he came and washed his hand with prasadam in that pond. Однажды он после еды пришел и стал мыть свои руки после просада в этом пруде. And few fishes in the pond, they just ate those prasadam from his hand. И несколько рыб из этого пруда получили крошки просада из его рук. And on the spot, they assumed four-arm form and they went back to Vaikuntha. И тотчас же они приняли четырехрукую форму на глазах у всех и вернулись на Вайкунтху. So that took place in the banks of Chandra Pushkarani. Это то, что произошло на берегу Чандра-Пушкарини. And we see in front of us there is a white tower. Перед нами мы видим белую гопуру. Generally, all other towers you will see is painted in different multicolors. Обычно другие гопуры, они раскрашены в разные цвета. But this has been painted only in white. There is some significance on that. Но эта гопура целиком белая, и с этим связана тоже определенная история. So it so happened that Mughals attacked Shrirangam twice. Дважды могольские завоеватели, мусульмане, нападали на Шрирангам. Once they took the deity away from here. Однажды они забрали божество отсюда. Another time the deities were taken by the devotees, escaped with the devotees. В другой раз божество главное забрали, и оно уехало вместе с преданными. So at the time when the deity was stolen by the Mughals and taken to Delhi, в то время, когда божество Утсава-Мурти, right? Забрали моголы и забрали его с собой в Дели. So that time the devotees are feeling so much separation. Преданные чувствовали очень большую разлуку. And one devotee, a lady, she was very beautiful. So she dressed one amongst the party of the Mughals into Raj, and she went with them, following the deity till Delhi, New Delhi. И одна преданная, она настолько была привязана к этому божеству, что она переоделась в мусульманскую одежду, очень красивая женщина, и вместе со всей свитой мусульман проследовала со всей процессией до Дели.
And when she went there and she found out that Ranganath, like so many deities were there, Ranganath is also was there, but it was given to the daughter of the king. She was so much attracted to Ranganath's beauty, so she was keeping the Utsava deity, and Lord was there in her chambers. Тем временем дочь делийского султана, который находится здесь на алтаре, она тоже очень влюбилась в это божество, когда увидела его. И она находилась у нее, в ее части дворца. So she came back and gave the news to the devotee. They all got their life back. Our Ranganath is safe, in safe hands. Эта женщина преданная вернулась сюда и сообщила всем преданным, что наш Ранганат в безопасности находится, он там во дворце, за ним ухаживают. So then the Brahmanas from here, they went to the king, to Delhi, and they gratified him by their nice songs and other performance, and the king was very happy with them. И отсюда отправилась делегация браманов в Дели, и они удовлетворили делийского султана своими пением, танцами, еще чем-то. And the king was pleased that, okay, I should give you some remuneration, you did a good performance, so what do you want to take? Царь сказал: я доволен тем, что вы мне показали, я должен вас чем-то наградить, что вы хотите от меня. He was ready to give some golden ornaments and Он готов был дать им золото, драгоценности. the devotee said that we don't want any of these things, can you just give our deity back? Преданные сказали: нам ничего этого не нужно, отдайте нам наше божество. So then the king said to take the deity. The deity was there in the daughter's chamber. So царь сказал: ну, пойдите и заберите божество, оно там находится, вот в этой части дворца. In the daytime, the Lord was in the deity form with the daughter, and the nighttime, the deity Archa form was taking the Vibhava form. That is like a moving form, and she was, Lord was doing pastimes with her. Днем божество находилось в форме божества или статуи, вечером он принимал вибхава форму, то есть начинал двигаться, и он беседовал с ней. So when one time when she was sleeping, when she was asleep, these devotees got the deity and they brought back to Shrirangam. И однажды, когда она уснула, преданные забрали это божество от нее. Она не хотела расставаться с ним, и забрали сюда, в Шрирангам. Anyway, in between, they did some trick to escape the the king was coming behind the next day. But when they reached here, the king and the daughter they reached before the party came here. So in separation, she left her body right here. Долгая история. За ними отправились в погоню. В конце концов, они приехали сюда, в Шрирангам, и эта принцесса, дочь султана, она приехала первой, и в разлуке с божеством она оставила тело прямо здесь. So Ramanuja made her form in the picture form, and that was altar we saw. Рамануджачари попросил нарисовать ее образ, и он до сих пор, эта картина находится на алтаре. So from that time onwards, since Lord came from the Mughals' palace, so for the deity there are two peculiar offerings are there. С тех пор, как Господь пришел из Дели, после мусульман, божеству предлагают две интересных вида пищи. The Lord wears one particular dress called kaili. It is like a, like checked cloths that the Muslims wear. He wears that now and then. During Ekadashi, Abhishekam, he wears that kaili. Checked cloths like a dhoti. He wears that Muslim dress. По Экадаши, когда его омывают, он одевается в мусульманские одежды, особые, которые называются кайли. One time, one devotee from the Ukraine, one lady, she was wearing that and she was coming for darshan. Однажды одна преданная с Украины в такой же одежде пришла на даршан. So then I told the devotee that generally in Tamil Nadu especially there are a lot of, because of the attack and all, there is anti-Muslim ambience is a lot. Обычно в
в Тамилнаду достаточно негативно относятся к мусульманам. Even the common Shudras, Hindu Shudras, they don't wear that dress, especially near the temple. И даже обычные шудры никогда не одеваются в такую одежду, особенно рядом с Now храмом. also they put a board. Kaili is not allowed, like Hindus not allowed, non-Hindus not allowed, like that Kaili is not allowed. You know, И сейчас у них есть даже специальное объявление: люди в Кайле не допускаются в этой So I одежде. told the devotee groups that in the temple here, Kaili is not allowed, except for one person, that is Lord. Я сказал преданным, что в храме здесь не разрешается носить кайли, только одному тут разрешают носить кайли, это сам Господь. So Lord wears that Kaili here, and also he takes one particular roti, like kind of small roti. He saw it, somebody purchased it. И он также ест роти, это мусульманская еду, и дал, ему предлагают с тех пор, так как он привык там. So the Pujari, Murali Bhatt, was once telling me that Ranganath, he assimilates all the religions of the world. Мурли Бхаттар, Пуджари, который мы видели вчера, однажды сказал, что Ранганат, он людей, все религии соединяет вместе, все принимает. Muslims, Kaili and Roti, Lord accept, and the Kaustubha jewel, if you notice, he has in the chest, У него it's like a cross, you know. на груди огромный камень Каустуба в виде креста. That is like a trademark of Ranganath, big Kaustubha jewel he wears. Chandan, big mold of Chandan, sandalwood paste, on top there is... У него большая гора чандана, сандаловой пасты, а сверху камень Каустуба, украшение Каустуба. And his tilak is kasturi, there is like a madhvas in dark color. То есть как христианский крест, а тилака из кастури, как у Мадавы. So like that he is a lot of accommodates everybody. Таким образом он как бы всех приглашает. And this is the first time attack, and second time Mughals. Это была первая атака. Во время второй атаки, When that attack came, the devotees are little careful that anything can happen next time. преданные уже были готовы к этому, они были наготове. Да. This was after Ramanuja's time. Это было уже после Рамануджа. and Vedanta Deshika, these two acharyas were present here at that time. А в то время два великих ачари, Пилай Локачари и Веданта Дешика, находились здесь в храме. Now to view this from the transcendental point of view, what they say is that once Ranganathji came in the procession on the banks of Kaveri river, thousands of Vaishnavas were assembled and they are enjoying the pastime of Ranganath. Чтобы понять трансцендентный смысл, нужно знать еще предысторию. Однажды Ранганатх вышел на процессию на реку Кавери, и тысячи вайшнавов окружали его. So one pure devotee at that time, a thought crossed his mind. He just exclaimed that here itself is such a bliss and beauty, we are enjoying the Lord's presence. How it would be in the Nitya Vibhuti, in the spiritual world, how in Vaikuntha, how it would be. И в этот момент мысль появилась в голове у одного преданного. Уже здесь, сейчас мы наслаждаемся таким блаженством и таким счастьем и радостью, каково будет на Вайкунтхе. So he was just thinking that how, if we all go to Vaikuntha, how it would be. Он просто подумал, как это будет на Вайкунтхе, и как только он подумал, As soon as the thought crossed his mind, Lord said, so be it. Господь сказал, будь по-твоему. So then the news came that the Mughals have just reached. There is a Durga temple, that's also a nice temple, related to Bhagavatam. Samayapura. The Mughals army reached there. И практически в тот же момент армия мусульман подошла к храму Дурги, Deity of Mahamaya there. божество Махамайи. Yeah, beautiful temple. Очень красивый храм. So when Mughals came there, Kaveri river is in between. Когда мусульмане пришли на другой берег реки Кавери, So Pillai Lokacharya and Deshika, they decided that now we have to save Ranganath. Пилай Локачарья и Веданта Дешика решили, что в этот раз мы должны защитить Ранганатха. So what Pillai Lokacharya did was, they raised a stone wall in front of the Mulava deity.
И поэтому Пилай Локачарья быстро велел возвести стену перед большим божеством. And they kept a duplicate form there. И перед этим они поместили какую-то копию божества Ранганатхи. And Utsava deity, what they did? А что они сделали с божествами Утсава? Put it in the palanquin. Они посадили их на паланкин. And they closed the screen and made some brahmanas to keep on ringing bell and some kind of arati, so that people are all thinking that some arati is going on inside. Тем временем они закрыли дверь и попросили браманов звенеть в колокольчик, так что все люди думали, что за этим занавесом происходит какая-то пуджа. Silently from the other direction, the Lord was in the palanquin and they covered it. Тем временем тайком они вынесли Утсавмурти из другой двери на паланкине. And they escaped southern direction, crossing the river. И southern direction, north. They are coming from here, attack now from north. Ага. Мусульмане атаковали с севера, а они ушли туда по направлению к югу. So when they escaped, it was very painful and very long journey and a lot of incident took place. But for 60 years, Lord was out. He was out because of this Mughals attack. Когда они Approximately 60 years. ушли, примерно 60 лет Господь отсутствовал. В течение долгого времени они несли его. Это было очень утомительное путешествие. And the Mughal Malik Kabur army came here and they looted the whole temple. And Lakshmi's deity was, even you see in the Lakshmi's temple there is a Tulasi and one Bilva tree is there. Below that they buried and kept the Божество Лакшми они закопали рядом с деревом Билва, которое растет там в храме Лакшми. А тем временем мусульмане напали на храм и ограбили весь храм, разграбили все богатства. And when the Mughals army came, they didn't like any idols, so they destroyed major part of the temple. Они разрушили большую часть храма, ограбили все. Looted so much tons of gold and ornaments. И вынесли отсюда много десятков тонн золота и And the record драгоценностей. says that time it was a peak of Sri Vaishnavism. All these 4 streets, if you see, all the Brahmanas would be staying here. So they beheaded 12,000 Sri Vaishnava Brahmanas. В то время Шри Вайшнавизм был в расцвете. Тут жило очень много браманов, и по записям историческим мусульмане обезглавили 12 тысяч браманов. So that time Vedanta Deshika, he was here, and there was one tika on Ramanuja Sri Bhashya called Shruta Prakashika. It is like another commentary on Sri Bhashya. That was in palm leaf, only one version was there. В то время Веданта Дешика находился здесь, и у него была рукопись комментария на Шри Бхашью, комментария Рамануджа Ачарьи. And Shruta Prakashika, but Shruta the person who Prakashika. wrote this, he was very old, so he gave that his commentary and his son on the hand of Deshika, and Deshika was lying as one of the dead body, and he escaped with the son and the Shruta Prakashika to Karnataka. Человек, который написал это Шуда Пракашику, комментарий на комментарий Рамануджа Ачарьи на Веданта Сутру, передал его Веданта Дешике вместе со своим сыном. Он был к тому времени очень старым, и Веданта Дешика притворился мертвым, он лежал там на улице, и потом под покровом ночи он убежал в Карнатаку вместе с этим мальчиком. So these 2 sect acharyas, Lokacharya protected the deity going southern direction, and Deshika took these main scriptures, and he also escaped from here. Так, Пилай Локачарья, один из главных ачарьев, ушел на юг вместе с этой процессией с Утсавамурти, а Веданта Дешика вместе с этой рукописью ушел на север. At some point of time, Ranganath traveled to various places in the forests and all. So some places they didn't even have a Brahman thread for years, so they would wear the creeper from the forest, Brahman thread, and they are doing some offering to them.
В течение долгого времени Ранганат находился в лесу, в джунглях, там не было даже браманского шнура, чтобы надеть на него, поэтому на него надевали какие-то лианы. In the meantime, the Mughal king was sitting here as keeping this as a fort, and he was doing all atrocities here. Тем временем мусульманский правитель оккупировал этот храм и сделал его своей крепостью, и отсюда совершал набеги и опустошения соседних земель. At that time, there was one devotee, a lady. She was very beautiful, and all the Sri Vaishnavas requested her to do something about this. В это время здесь жила одна преданная женщина, она славилась своей красотой, и Шри Вайшнавы обратились к ней с просьбой как-то придумать что-то, сделать что-то. So this lady purposely decorated herself so beautifully, and she was moving in front of this Muslim leader who was sitting here. Эта женщина нарядилась в самой красивой одежды и продефилировала перед этим мусульманским султаном, который сидел здесь. And when this Muslim king saw her, she was attracted to her, and she asked him that, "Who are you and who is your Swami? Who is your husband?" Когда этот царь увидел ее, он спросил: кто ты и кто твой свами, кто твой муж? She very nicely spoke to him, and she said that I can show you, and I also know where is the major wealth of, which you are looking for is lying here. If you come, I will show you both. Come with me, I will show you both. Она сказала: пойдем со мной, я покажу тебе как своего господина, своего мужа, так и сокровища, которые ты ищешь. Ты пришел сюда за сокровищем, я покажу тебе сокровища. So he was coming behind her, and she led him, and she came this direction. Он шел за ней, она пришла сюда. And she took him to this white tower, and they climbed up on the top. Она подняла его сюда, на эту белую башню, они забрались на самый верх. And he asked, why are you climbing up on the steps? She said that I want to show you the location of the major wealth hidden here. And I'll show my... Он спросил ее, зачем мы поднимаемся наверх. Она сказала: я хочу тебе отсюда показать, где находится этот клад, сокровища зарытые. Они залезли на самый верх этой башни. And he asked him, where is the place? Can you show me from here? Он спросил у нее, где это место, покажи мне From отсюда. there she showed him the Paravasudevas, Отсюда она показала ему Паравасудеву, the Pranavakarviman. Пранавакаравиман. This is my Swami. Это мой свами, сказала она. Within a second she went behind him and pushed him from there. И она быстро зашла ему за спину и столкнула его And looking оттуда. at Paravasudeva, he fell all the way from the tower. И глядя на Паравасудеву, он упал с самого верха этой башни And he was killed. и умер. And she also jumped off from that place after him. И она спрыгнула за ним с этой But башни. she was saved. Но с ней ничего не случилось. So all the devotees are so happy that she Все. gave us the greatest relief of destroying this. Все преданные очень обрадовались тому, что она So сделала. then they asked her what he can do for you. So she said that for my generations, she asked somehow that this sentiment that let the cremation fire come from the deity kitchen. Преданные спросили у нее, что мы можем для тебя сделать. Она сказала: когда мое тело будут сжигать, пусть огонь придет из кухни божеств. So on remembering her, she had her name, in her name, white color also comes in her name. В ее имени есть, как часть ее имени есть название белого цвета. So they painted this whole tower on her remembrance, white color. И в память о ней они покрасили всю эту гапуру в белый цвет. So But Muslims didn't do anything to her? huh? Muslims didn't do anything to her? The head is gone now. Huh? The head is gone. So they are disturbed. They got The this. king is gone. Окей. Я спросил, а мусульмане ничего не сделали? Он говорит, они были растеряны, потому что они лишились своего предводителя. Yeah, probably she escaped from there or something, like. Скорее всего, ей пришлось убежать. And then somehow or other, after various, still things are not clear. Later, 60 years later, one Vijayanagar kingdom, one person came and he drew all the Muslims out.
and he brought Ranganatha back here. 60 лет спустя царь Виджаянагара из Хампи, где мы были, пришел сюда, он изгнал мусульман и снова восстановил тут Ранганатха. So much sacrifice, they fought and they drew them away. And during Vedanta Deshika's time, in order to somehow or other stop the Mughals doing too much atrocity, they said that they had to meet the king now and then with liquor, meat and all, beautiful women. They have to pacify them, providing all these things. В течение этого времени, когда мусульмане находились здесь, преданным приходилось удовлетворять, чтобы как-то их успокоить, приносить ему мясо, вино, красивых женщин и так далее. So at that time, the king came and brought Ranganatha back, and it was like a huge, welcome. In the meantime, generations have 60 years, 2 generations have passed. So when things become little subsided, they already brought some other deity like Ranganatha deity, and they were worshipping here. In the absence of the whole deity. Когда тем временем прошло 60 лет, и когда божество вернулось, уже миновало 2 поколения людей, устроили огромную процессию. Постепенно, когда все успокаивалось в течение этих 60 лет, они восстановили поклонение большому божеству, big deity of Ranganatha. Big deity is behind the wall. This deity was, they put a replica of the Utsava deity and they were worshipping him. Они начали поклоняться реплике Утсава деити, пока самого божества не было Утсава. So for that worship to go on, they had to bribe these Muslims with all these gifts. И ради того, чтобы мусульманский правитель разрешил им поклоняться этой реплике божества Ранганатха, они подкупали его различной данью, подарками, золотом и так далее. So accepting these gifts, they allowed this worship to go on somehow or other. Так или иначе, мусульманский правитель разрешал им поклоняться этой реплике. And in the meantime, what happened? Lakshmi, they put a new deity, and Ranganath, some deity was brought. It was theirs. And when original Ranganath came, practically the whole pujaris, the 12,000, they died, and many flew away from here. It's like a new generation altogether. So when the new deity, the real Ranganath came, they were not ready to accept this is the original Ranganath. Они сделали также новое божество Лакшми. Пока все это происходило, 12 тысяч священнослужителей были убиты в начале, и потом прошло 60 лет. Короче, когда Ранганат возвратился сюда, его никто не признал, и они не готовы были уступить ему место на алтаре, они уже поклонялись другим божествам. This Vijayanagar kingdom's general Gopanarya, they had a lot of sacrifice to bring all the armies together, and they together drew the Muslims. They were all, after doing all these risks, when Ranganath arrived here, they were asked a question, who is this? So they got shocked and they got frustrated. Этот генерал из империи Виджаянагара, он потерпел огромные потери, ему пришлось изгнать отсюда мусульман, только для того, чтобы он мог восстановить поклонение Ранганатху. Ранганат вернулся, и после того, как он вернулся, пуджари спрашивают, кто такой, мы его не знаем. So now they have to reckon who can reckon, because nobody was there who can judge. И не было никого, кто мог быть судьей, кто мог бы признать, кто может сказать, вынести. Те, кто были в те времена, те уже были давно мертвыми. There was only one person was available. He is more than 100 years old. Оставался только один человек, ему было к тому времени больше 100 лет. But he is not a brahmana. He is like a. Но он не был браманом. He is a dhobi who washes clothes. Он был обычным прачкой. Он стирал одежду. And this washerman washes the deity's clothes also. И этот человек, он стирал одежды для божеств тоже. Here in this temple, Ramanujacharya made a lot of revolutionary managerial things. One of the managerial system is that the cloth of the brahmanas is washed by the washerman, and after washerman washes, generally in other places it comes to the brahman's house, they wash it again, just Slightly. Slight wash.
But Ramanuja made such arrangement that the washerman is a proper Vaishnava. So whatever he washes and gives you, you go with that only. That's arrangement made. Рамануджачарья ввел много революционных изменений. Обычно раньше, когда кастовая система была очень строгой, прачка стирала одежду, потом это приносили в дом брамана, и в доме брамана ее еще раз чуть-чуть стирали, чтобы споласкивали, чтобы смыть оттуда осквернение от прачки. Но Рамануджачарья сказал, что если прачка настоящий вайшнав, то его одежда считается чистой. In fact, Ramanujacharya's peculiar thing he would do is when he goes for taking bath in Kaveri river, he would Dasharathi's hand, he will go with Dasharathi's hand with him, and after taking bath, he would hold on Dhanurda's hand, who is non-Brahmin. Рамануджачарья как бы дразнил браманов, когда он стал уже старым, ему нужно было опираться на своих учеников, он ходил омываться в кавере, и когда он шел туда, он опирался на Дашаратху брамана, когда он шел обратно, его опорой служил Дhanurdas, который был ниже шудры. So here Ramanujacharya made arrangement that the Brahmanas also serve the deities according to their capacity, and those who are non-Brahmins can also serve the deities, may not be touched. Certainly not touching the deities, but they do their seva. Рамануджачарья устроил так, что все люди всех каст могли служить божествам. Естественно, только браманы могли прикасаться к божествам, но служили им все. So Ramanujacharya specifically spoken in his last instructions, 72 instructions he gave in the last when he is leaving the body. One of the instructions he gave is that don't judge Vaishnavas based on their varna. Рамануджачарья оставил перед своим уходом 72 наставления. Одно из его наставлений – никогда не судите о вайшнавах по их происхождению, по их варне. Our society generally, because we are wearing clothes on our top of the body also, we don't able to easily distinguish who is a Brahman Vaishnava, who is a non-Brahman Vaishnava. В нашем обществе нам сложно отличить, кто браман, кто не браман, потому что у нас есть верхняя одежда. The people who are coming near to the Lord, those Vaishnavas, they won't wear practically anything on top of their body. Но здесь обычно вайшнавы, которые приходят на даршан Господу, они не носят одежды сверху. Because it is considered offense if anybody wears cloth below above their shoulder. Потому что это считается оскорблением, если кто-то выше плеч носит одежду. So it makes become very evident that because you are bare-chested, and you will see who is wearing Brahman thread, who is not wearing Brahman thread. Тут всем ясно становится, у кого есть браманский шнур, у кого нету. So if you wear on top, is offensive, they will many times shout. Even now also sometimes they shout, they don't put shatari and all. They don't respect you well as others, you know. So Ramanujacharya said that don't discriminate Vaishnavas bizarre because you don't see a Brahman thread on it. Рамануджачарья специально сказал, не относитесь презрительно свысока к вайшнавам, потому что вы не видите у них браманского шнура. That is very interesting. 11 categories of Vaishnavas, he said. One should not discriminate based on their varna. And we will discuss that later. But here, the dhobi, that washerman was brought here. Так или иначе, этого столетнего прачку принесли сюда, или привели сюда. Yeah. So the washerman came and they said that, I understand there is a problem. I can solve the problem with some ways. Washerman сказал, я понимаю вашу проблему, я могу разрешить ее. He said that I used to wash the deity of the clothes of Ranganatha deity every day. Я каждый день стирал одежды божества Ранганатхи. So you do abhishek for both the deities with their clothes on. Вы сделайте, пожалуйста, абишек обоим божествам с одеждой. And give the cloth back to me. Дайте мне их одежду. Another problem this washerman had was he was more than 100 years old. He practically lost his vision, so he cannot see and identify. Он был практически слепой, ему было уже 100 лет, поэтому он не мог на вид отличить одно от других. So then what they did was they did abhishek for both the deities and the cloths. Они сделали абишек для обоих божеств и отдали ему одежды. He said that
whenever I wash Ranganath's cloth, I would wash that. There's a special fragrance comes from this cloth's water, you know. Он сказал, когда я стирал одежды Ранганатхи, она всегда пахла особым образом, вода, в которой я стирал. So he said, for us it may be like another metal, this metal, what different it makes, but he said there is a special fragrance comes. So when you give both the cloths, I'll drink those water and I'll tell you which is the. Если вы дадите мне обе этих одежды, я выжму их и выпью воду, которая оттуда идет, и я скажу, какая от настоящего Ранганатхи. Sripad Ramanujacharya made lot of fine care for the deity here. Шрипад Рамануджачарья очень много тонких вещей установил для служения божеству. This Rangana deity has a peculiar character that there cannot be a single ray of sun can touch him. Now Здесь есть такая традиция, что даже один луч солнца не может коснуться божества Ранганатха. Когда он выходит на процессию, то всегда есть какое-то покрытие. Если солнце приходит отсюда, то тотчас же они помещают какой-то экран или занавес, чтобы ни один луч не коснулся Ранганатха. У него слишком чувствительное тело. Если вдруг хотя бы один лучик коснется Ранганатхи, пуджари будет в истерике кричать, что вы делаете, глупцы. Если вы хотите получить даршан, то нужно быть так, чтобы солнце не попадало. И ни одна капля дождя не должна касаться Ранганатха. Поэтому тут не едят ни чили, ни тамаринда, божеству не предлагают. So this pujari said, this washerman said that I know this delicate and this has a special fragrance of sandalwood paste and camphor. Прачха сказал, что от него незабываемый совершенно аромат исходит. And without any vision, he drank that water and he pointed out that this particular cloth, whichever deities belongs, is Ranganatha. И он сразу же определил одежду, которая пришла от божества Ранганатхи. So then he was installed in the main altar, and they said that person. No Brahmins could reveal who is Ranganath to us. No Acharyas could reveal who is Ranganath to us. But the Dobi, the washerman, has revealed. And the washerman said that he is Nam Perumal, he is our Lord. Nam means our, Perumal means the Thakur. Господь. So that time onwards, the Vijay Vigraha of Ranganath is called as Nam Perumal. И так ни один браман не мог определить Господа, никто другой не мог определить, только прачка мог определить, и именно этот прачка, он, указывая на божество, сказал, это Нам Перумал, наш Господь. И с тех пор его называют Нам Перумал, наш Господь. So they concluded that with our eyes we are not able to see the Lord, but we need one devotee's vision to. Вывод таков, что глазами нельзя определить Господа, но нужно сердце преданного, который почует его. So we'll conclude with one small story. Маленькую короткую историю. Sripad Ramanujacharya was staying here in Samadhi. In this place, Ramanuja's house is also there. You be able to see sometime. Тут есть 60 years he stayed there, just behind the temple. дом Рамануджачари, в котором он 60 лет жил. To this matha, one lady was supplying milk and curd every day. В этот мат одна женщина приносила молоко и йогурт. At the end of the month, they asked her that how much we should pay for you. В конце месяца у нее спросили, сколько нужно заплатить вам за это. And she said, I don't want any payment for this. Она сказала, мне не нужно ваших денег никаких. But they said we should give something, Но они сказали, ну мы должны что-то тебе дать. So she said that I don't want anything, but I just want the signature of Ramanujacharya or his servant's signature. I am going to write something. Она сказала, я не хочу ничего, мне нужна либо подпись от его слуги, либо от него самого. So
So they say that you want Ramanuja is a sannyasi, he doesn't have any property or anything. So even if you put a signature, what wealth she is going to take? So they said, okay, give your paper, Ramanuja will give his autograph or signature to you. То есть пустой лист, где есть подпись Рамануджи. Они подумали, ну хорошо, ладно, дайте бумагу с этой подписью Рамануджи. And they read what she has written. She is written so that so and so who is supplying curd and milk for Ramanuja's matha should be allowed to go back to Vaikuntha on this particular day. И она написала на этом листочке бумаги над этой подписью, что такая-то и такая-то, которая принесла молоко и йогурт в мат Рамануджи, может отправиться на Вайкунтху в такой-то день. И подпись Рамануджи Ачарья. Она сказала, вот это ваша плата. She has so much faith. Okay, he just gave a signature, and she took the paper and she went to Tirupati Balaji, climbed the hill, showed the letter to Balaji, and next day she passed away. С этой бумагой она отправилась к Тирупати Баладжи, залезла на эту гору, показала эту бумагу Баладжи и на следующий день ушла из этого мира. So that was like her faith on Ramanuja and his capacity to send. Такова была ее вера в Рамануджу и его способность отправить ее обратно в духовный мир. This reminded of Prabhupada telling Mr. Sethi in Mumbai that because he was helping the Juhu temple not to be destroyed from these enemies and these municipality people. So Prabhupada said that since you protected Krishna's house, there will be a house ready for you. Шрила Прабхупад сказал мистеру Шетти, который защищал храм Наджуху от нападок этих демонов, что так как ты защитил дом Бога здесь на земле, тебя ожидает хороший дом в духовном мире. Yeah, so that is amazing similarities. Hare Krishna.